Сегодня мы поговорим о грибах с антиандрогенной активностью с комментарием врача-дерматолога-трихолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании к видео. Ну, тогда начнем. Речь пойдет о грибе рейши, он же линчжи или Ganoderma lucidum или трутовик или гонодерма. Среди всех изученных грибов изучалось 20 различных видов, он показал самую высокую антиандрогенную активность. Действие оказывалось за счет снижения уровня 5-альфа-редуктазы, предотвращая образование тестостерона в ДГТ. Напоминаю, что помимо АГА высокие уровни ДГТ являются фактором риска акне, ДГПЖ и других состояний. Поэтому применяется гриб далеко не только в трихологии. Плодовое тело гриба рейши пользуется особенной популярностью в странах Юго-Восточной Азии уже несколько веков. Применялся он почти от всего, от гипертонии, рака, гепатита, болезней почек и так далее. В недавно опубликованной статье 2023 года изучались свойства топического препарата, содержащего экстракт этого гриба, для роста волос в моделях на мышах с индуцированной тестостероном АГА. Выяснилось, что у животных, получавших наружно-спиртовой экстракт гриба рейши, волос в фазе роста оказалось больше, чем в группах контроля без лечения. Также выше оказалась и плотность волосяных фолликулов. При этом результаты были лучше при использовании более концентрированного раствора гриба 5 мг на килограмм по сравнению с 10 мг на килограмм, что было сравнимо по эффективности с использованием 2% раствора миноксидила. В других исследованиях гриб рейши показал и антиэйдж-активность, что тоже важно при лечении аллопеции и всего прочего, связанного с кожными структурами. На фоне приема гриба снижался уровень белка P16, влияющего на процессы старения, белка БАКС, участвующего в апоптозе клеток. Также снижались уровни активных форм кислорода, а белок, работающий против апоптоза BCL2, наоборот повышался, что говорит об антиоксидантных свойствах вещества. Плюс гриб рейши благотворно влиял на фертильность у самцов, улучшая структуру и функцию яичек за счет снижения окислительного стресса и поддержания митохондриального гомеостаза. Из других свойств гриба нельзя не отметить его выраженную противовирусную активность за счет высокого содержания протеогликана GALP. Изучалось действие даже против COVID-19. Сейчас гриб рейши входит в более 100 различных марок фармацевтических, косметических и нутрицептических средств за счет своих многообразных свойств. Гриб рейши содержит более 400 биологически активных соединений и является хорошим источником белка. 19,5 грамм на 100 граммов, включая 18 видов аминокислот. Особенно высоко содержание в нем лейцина, обладающий сильным гипогликемическим и антиоксидантным эффектом. Также гриб содержит большое количество фосфора и серы, чуть меньше, меди, железа и магния. Из витаминов рейши особенно богат рибофлавином, ниацином, тиамином. На 5-м месте по концентрации среди минералов гриб включает германий. Этот элемент обладает антимутагенной и противоопухолевой активностью. И еще из интересного, гриб содержит белок ЛЭС-8, обладающий иммуносупрессивными свойствами, что делает возможным его применение при аутоиммунных патологиях, включая очаговую аллопецию. Исследований конкретно по ГА не проводилось, но было установлено влияние на снижение уровней провоспалительных цитокинов, включая интерлейкин-6, который участвует в патогенезе ГА. Ссылки на все исследования я закреплю под видео. Отправляйте пост друзьям, родным и близким. Эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!